Я думаю, никто не будет спорить, что Моргенштерн построил свою карьеру на чистом безумии и эпатаже. И это было круто, и имело невероятный контраст, ведь свою яркую, фриковую карьеру он смог построить в такой серьезной и серой стране. Но что если взять страну, которая сама по себе один большой сюрреализм? Место, где аниме про фембойчиков уживается железобетонным этикетом. Если в таком безумном месте рождается свой рэп-фрик, насколько далеко он сможет зайти? В этом видео мы собрали 5 самых безумных рэп-исполнителей из страны восходящего солнца. Предупреждаю сразу, это не топ, а список, и все японцы расположены в рандомном порядке, поэтому градус безумия по мере просмотра видео может непредсказуемо колебаться. С вами Ковальский, а мы начинаем. Сначала надо понять одну простую вещь про Японию. Там другие правила игры. Вот пример. Пьер Таки. Мегазвезда. Главная роль в игре Judgment. Озвучка Олафа в японском «Холодном сердце». И вот, его ловят с поличным на кокаине. Что же происходит дальше? Sega тут же удаляет его лицо из своей игры, снимает с продажи версии с лицом Таки, переозвучивает. Убытки на $1 миллион. А вот другой чувак из айдол-группы Каттан. Он попался на траве. Так в итоге он на коленях перед камерами бился лбом об пол и умолял простить. Карьера? Все. Это Япония. Здесь айдол, кумир, который должен быть стерильным, как хирургическая маска. И вот на фоне всего этого появляется он. Представьте, разбитая машина, бетонная стена и тишина, которую прерывает только вой полицейских сирен. Шини Хасакава, он же Бэт Сайкуш, приходит в себя и видит своего друга мертвым на соседнем сиденье. 3 июня 2009. Неудачное ограбление сейфа, погоня и финал, который для любого другого стал бы концом, но для Шини это было только начало. Чтобы понять, почему этот парень не боится играть с огнем, нужно взглянуть на то, где он вырос. Сайтама. Для туристов это просто пригород, но для местных это бесконечная промзона, где социальные лифты не работают и заняться молодежи нечем. Оттого Шини сделал выбор – примкнуть к Хангуре. Это группировки, которым плевать на кодекс чести якудзы. Это просто отморозки в спортивках, которые делают бизнес на криминале. Они все, там сказать, примитивные. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны, я не хочу с ними разговаривать. Шиня был частью банды 49. Бросил школу и жил по принципу «пан или пропал», пока та самая бетонная стена не разделила его жизнь на до и после. До аварии они просто тусовались под хип-хоп, иногда читали куплеты для своих по пьянке. Но гибель 104-го и тюрьма превратили музыку в дело жизни. Сай вышел первым и несколько лет ждал Дельта-зону. Когда друг вернулся, они сменили название на Намадарума, что в переводе примерно означает «лизать коноплю». А после выпустили альбом, посвященный погибшему – Norton Blue 104. Так и родились одни из самых эпатажных и громких рэп-исполнителей Японии. Начало их карьеры, мягко говоря, нетипичное. Возможно, поэтому и музыка звучит неоднозначно. С одной стороны, мягкие джазовые сэмплы, почти чил. С другой, жесткие бандитские текста. Они говорят об этом открыто. В Японии с ее порядками это означает одно. Ни на радио, ни на ТВ их не ждут. К 2019-му они уже звезды андера, но побыли они ими недолго, так как следующие события перевернут их жизнь с ног на голову. «31 августа. Новый альбом. И дата выбрана не случайно. Это отсылка. Обложка тоже говорит сама за себя. В Японии 31 августа это день овощей, а овощи на сленге это марихуана. Альбом взлетает на первое место iTunes в хип-хопе. Для Японии это нонсенс, контекст вы помните. Короче, консерваторы в бешенстве. Дальше Намадарума выпускает серию клипов, там, где они купаются в деньгах, пропагандируя чуждый для Японии праздный образ жизни. А главное, в кадре постоянно мелькают пакеты с травой. Полиция это видит. Ребятам же откровенно плевать.
В апреле 21-го спецоперация облава в Кумагае. Арестованы 8 человек. У Bad Saykush и Delta Nine Kid находят траву. По японским канонам это все. Конец карьеры. Любой другой бы стоял на коленях и извинялся. Что делают они? Их юристы находят лазейку в японском законодательстве. Суть в том, что если трава была найдена не в кармане подозреваемого, а, например, в диване, то это не доказывает то, что это его трава. Так дело и развалилось, за неимением доказательств. И ребята выходят под залог. Естественно, все понимают, что это их наркотики, но сделать никто ничего не может. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. И спустя пару недель, как их выпускают, Bad Saykush дропает клип, где он в кадре стоит посреди зарослей марихуаны. Не пакетики, как раньше, а огромное поле. Он плюнул в лицо системе и сказал, типа, вы меня посадить хотите за это? А вот оно, смотрите. Я реально прихерел. Напишите в комментариях, как вам такой контраст по сравнению с нашими артистами, кто, по-вашему, делает жестче. Но справедливости ради, один из участников группы таки дал слабину. Рэпер D-Bubbles, один из основателей группы, благодаря одной из волн арестов получил реальный срок. И после освобождения бесследно исчез. Да и правильно, нафиг таких друзей. А наркотики? Представь, ты торчишь банком $1 миллиард. Ты враг номер один в своей стране, а твои концерты отменяют один за другим. Любой другой бы уже вышел в окно, но для этого парня это просто удачный вторник. Знакомьтесь, это диджей Шачо. Его путь начался не с музыки, а с клейма. В Фукоке, где за неправильный поклон могут вычеркнуть из жизни, Сюня всю юность был чужаком из-за своего слишком открытого и яркого внешнего вида и вызывающего характера. Он одевался как Гяруо. Выжженные волосы, автозагар и шмотки, от которых у местных бабушек случался инфаркт. Его травили за большой нос, над ним ржали, а кличку Шачо, президент, дали как злую издевку. Мол, посмотрите на этого клоуна, он хочет чего-то добиться. Но Сюни не просто принял эту кличку, он сделал ее личным брендом, который вскоре заставит содрогнуться всю страну. В 2015-м он создает проект Represent GQ. Это не было музыкой в привычном понимании. Это был агрессивный ответ приличному обществу. Смесь комедийного рэпа и жесткого EDM, где вместо глянцевого пафоса воспевались пьянки, абсурд и самые низменные темы. Группа стала голосом тех, кто не вписался в жесткие рамки японской системы. Настоящий перелом в его карьере и стиле произошел в июне 2019 года. Молодая девушка, модель Жасмин Юма публично обвинила его в пауэр-харассменте. По ее словам, он склонял ее сходить с ним на свидание и приставал, пользуясь своим положением и статусом. Самое ужасающее, что на момент приставаний девушке не было даже 18. Шачо стал врагом нации. И вот тут и проявляется вся его натура на максимум. Выясняется, что это был лишь пранк для раскрутки нового клипа. Еще до того, как легенда рухнула, СМИ вовсю клеймили его азиатским пи-виде. Но после такого агрессивного прогрева стало ясно, Шачо поджег не только интерес к клипу, он выжал из хайпа максимум. Вот только цена этого внимания оказалась непомерно высокой. Общество не простило столь легкомысленных шуток на тему харассмента, и на смену гневу пришел тотальный бойкот. В итоге грандиозное шоу «Всей буйдом» отменили, а артист побрился на лысо в знак раскаяния. Впрочем, даже это покаяние оказалось лишь частью очередного медиа-перформанса. Этот инцидент, к сожалению, навсегда отрезал его от официальных СМИ. Перегнул палку наш товарищ, но даже после этого он и не думал останавливаться. В 2021-м он решает обнулить прошлое и запускает новый проект Candy Fox. Суть та же, что и у старой группы, но бюджеты на съемки взлетели до небес, а амбиции стали глобальными. И начал он с козырей, с индийских. С чего бы Индия? Ничего не понятно. Но даже здесь, казалось бы, на пустом месте, умудрились раздуть скандал
интернационального масштаба. Шачо умудрился взбесить индийскую диаспору по всему миру. Настолько, что ему пришлось удалять клипы и приносить официальные извинения целой стране. А все с того, что в ролике на мосте Кари Полис он в своем типичном ироничном стиле использовал кучу индийской атрибутики и образ бога Ганеши. Мне вот кажется, что он не специально провоцировал настолько дикую реакцию, но просто, не видит он берегов. И эта неспособность объективно оценивать реальность вылилась ему в конкретную сумму. Ради этих новых клипов он залез в гигантские долги. В интервью Smart Flash Шачо открыто признал, что сумма его кредитов достигла 1 миллиарда йен. Для контекста, в Японии по теме долгов вообще не принято отсвечивать. Это считается жестким позором. Но вместо того, чтобы стыдиться или стесняться, он сделал свой долг частью личного бренда. На его YouTube-канале даже появился счетчик задолженности. А сам он заявляет, что миллиард — это просто цифра, которая показывает масштаб его амбиций. Короче, чтобы не быть должным миллиард, как наш друг Шачо, за покупками цифрового контента идем туда, где не переплачивают. DigiSale – маркетплейс цифровых товаров. Там Spotify на твой аккаунт всего за 229 рублей. ChatGPT 400-500. Оплата с российской карты. Все удобно, быстро, безопасно. Сделка через гарант. Ссылка, как всегда, в описании. Они классные. Там классные ребята, продвинутые, молодые. Чтобы понять, кто такой Тодзи, не нужно слушать его дискографию. Нужно знать всего одну историю. Парня вышвырнули из самой элитной школы Японии за то, что тот на школьном фестивале наблевал в кастрюлю, сварил это и пытался накормить учеников. Вот это приколы у чувака, да? Казалось бы, типичный маргинал, но именно этот чувак спустя пару лет станет главным лицом японского авангарда. Его первый релиз, как и у любого другого андеграунд-исполнителя, состоялся на SoundCloud. А вообще, в историю с супчиком зашит весь ДНК этого артиста. Человек однозначно не глупый, находящийся в отличных условиях, любимчик судьбы. Берет и ломает правила игры. Ему просто не нравится эта привлекательная и вылизанная картинка. И именно это и будет влиять на весь его творческий путь. Пока наша шкала рэпера на старте карьеры читает авансом про вес, бабки и тачки, у Тодзи все это могло быть по праву рождения. Но он выбирает другой путь. Вместо косплея Атланты он начинает флексить своим лайфстайлом. В торговом центре... Миш, мне похуй. Я так чувствую. Представьте серый пригород, промзоны и бесконечно однообразные домики. В этом мире ТЦ — единственное яркое пятно. Квинтэссенция японского капитализма и чарующее лиминальное пространство одновременно. Именно там тусовалась молодежь. Там проходила юность. А вот додумался романтизировать это именно Тодзи. В итоге эта супер локальная эстетика легла в основу его имиджа. Переосмысленный почти стеклянный вайб начала 2000-х. Визуально он напоминает манекены сетевого магазина, на которые в спешке надели все, что нужно, поскорее продать. Но есть нюанс. Это не дешевый масс-маркет, а тяжелый люкс. Но в отличие от условного Волмарта, на Тодзи это выглядело чертовски стильно. По вайбу это максимально точное попадание в образ взрослого подростка. Так как мы уже знаем, Тодзи не был обделен удачей, талантом, условиями и, естественно, успех не заставляет себя ждать. И когда выходит микстейп «Ангел», он сразу же взлетает. Тодзи становится звездой, треки звучат из каждого утюга. Но вместо того, чтобы уйти в мейнстрим и играть на стадионах, он продолжает гнуть свою линию. Он сознательно дистанцируется от большой индустрии и рекламных контрактов, которые могли бы размыть его образ. Его путь — это сохранение независимости и жесткий фильтр контента. Чем больше рос его медийный вес, тем сильнее мутировал его звук. Вот опять же, мог он продолжать делать то, что уже полюбили фанаты. Но он берет и начинает уходить в холодный синтетический гиперпоп.
Но даже это играет ему на руку. И такой поворот быстро выводит его на мировой уровень. Его заметили шведы из Drain Gang. Так появились хиты с Блейди и Михаток. Их совместные работы вроде Яндеры показали, что его цифровой мусор идеально ложится в европейский авангард. Это было полное признание. Парень из японского ТЦ стал своим для главных визионеров жанра. Но в декабре 2021 года все изменилось. Шоссе. Культовая Mazda RX-7. Тоззи на полной скорости теряет управление и буквально впечатывает машину в разделительное ограждение. Да, еще одна авария в видео. Удар был такой силы, что тачку покорежило полностью. Юки. Мы же помним, что он любимчик судьбы. Так он, как обычно, отделывается лишь легкими травмами. Тодзи берет этот ужас, упаковывает свои чувства в звук и выпускает Broken EP, который даже без понимания языка звучит понятно. Мне кажется, эта ситуация только укрепила его отношение к жизни, где ценность как раз таки в жизни, а не в гонке за успешным успехом или в бесконечном флексе. Жизнь в принятии себя и своих причуд. Жизнь — это не идеальная картинка. На протяжении всей карьеры ему предлагали большие площадки. Тодзи отказывался, заявляя, что ему это не интересно. Вместо стадионов он продолжает делать секретные вечеринки в тесных душных подвалах Сибуи, писать авангардную музыку для себя и для таких же, как он. Для тех, кто в теме. Ну и кстати, он в 26 году планирует завершить музыкальную карьеру, но такие мувы делали рок-звезды еще в 80-х. Хавали, знаем. Так что серьезное ли это намерение или маркетинг, говорить сложно, но как факт. Представьте того самого азиатского ребенка с Ютуба. Девочка с 3 лет уже играет классику на скрипке, учится балету у мамы балерины, выигрывает олимпиады по математике, а в свободное время планирует, чем занять свободное время. Дочь маминой подруги, на которую возлагают надежды не только родители, но и вся школа. Обычно в такой ситуации у человека два пути. Или сломаться под грузом ожиданий, или стать незаметным винтиком системы. Мина вот как раз такая девочка. Но продержалась она недолго. Из 2 дорог выбрала третью – путь абсолютного отрицания. И знаете, что ее подтолкнуло перестать быть хорошей девочкой? Травля. В детстве ее поливали грязью за все сразу. За корейский акцент, за внешность, за то, что он напхафу, наполовину японка, а значит вечный чужак. В японской школе быть не таким – это приговор и ломает многих. По ее словам, злость и ненависть в ответ на хейт помогла ей пройти через это трудное время и сублимировать все эти негативные эмоции в музыку. Отсюда и родился ее манифест «Pain is beauty». Боль — это красиво. Это не просто строка из трека, это база, на которой она построила все. В 17 лет она врывается в школьный рэп-баттл «Базука» без подготовки. Ей плевать на фристайл и правила, она просто выплескивает то, что копилось годами, и выигрывает. Сразу после этого дебют с синглом «Fucker». Консервативная Япония в шоке, а Мина только разгоняется. Дальше больше, чем Мина не просто поет про секс, она делает свое тело главным инструментом протеста. Пока японские поп-звезды пытаются быть милыми куколками для масс, Мина выходит на сцену в купальниках, потому что для нее это не продажа тела, а контроль над собственной сексуальностью. В 2021 году выходит альбом «Харенши», в переводе «Бесстыдство». Это была декларация. Она сказала: «Мне плевать на ваши правила, я буду говорить про секс, про тело, про давление, про вещи, которые в Японии не принято выносить наружу». Ее слушали фанаты андеграунда.
Консерваторы просто не обращали внимания. В 2024-м, пока обычные японские поп-звезды забеременев исчезают с радаров, Чамина решила иначе. Она сделала беременность частью шоу и выпустила клип NG, где показала свой живот. Ранее в клипе 20 рассказала о своих отношениях и браке с корейским рэпером Эш Айлон. В ноябре рождается дочь. Все? Хэппи-энд? Ня. Через год, в конце 25-го, она признается: вообще-то мы до этого жили в неопределенных отношениях, а теперь стали официальным мужем и женой. То есть год назад она просто соврала про штамп в паспорте. Но тут не просто пофигизм, а психоз. Чан Мина с детства пишет завещание. Думала, что умрет молодой. А когда родилась дочь, мозги стали на место. Я должна жить ради ребенка. И только тогда пошла в ЗАГС. Для Японии, где официальный брак до сих пор сакральная тема, а внебрачные дети до сих пор стигма, хоть и слабеющая, это реально смелый и странный поступок. Сначала родить, потом подумать. Но настоящий взрыв случился в 26 году. Представь японский аналог «Голубого огонька». Только еще масштабнее. Главное ТВ страны. Смотрят бабушки, дети, консерваторы, вся нация. И там Чан Мина выходит в наряде телесного цвета, который при определенном свете выглядит как полная нагота. Она делает М-образную позу прямо перед камерой. Критики вспоминают диджей Озма. За такое же выступление в 2006-м его выперли с канала. Навсегда. Консерваторы в ярости. Разврат. Честно, я обрадовался. Я сказал: вот же суки, вот получить. Прежде чем мы перейдем к следующему герою, важное уточнение. Этот парень не совсем типичный японец, хоть и родился в Осаке. Он наполовину японец, наполовину австралиец. До 18 лет жил в Японии и учился в международной школе, а затем уехал в США. Именно там он и получил невероятную известность, записывая музыку на английском, которую слушают по всему миру. Так что этого исполнителя смело можно назвать чит-кодом в нашем сегодняшнем списке. Этот парень в розовом обтягивающем костюме Pink Guy, альтер-эго Джорджа Миллера, которое стало лицом самого дикого и сюрреалистичного контента в истории Ютуба. Он снимает, как готовить человеческий торт из волос и рвоты своих друзей, бегает по улицам Токио, бросаясь на прохожих с криками, и даже варит крысу в кастрюле прямо на кухне. Я его знаю как хорошего человека. Да, у него поганая работа. Ну, простите его. Самое странное, что этот парень собрал вокруг такого безумия гигантскую аудиторию. Его канал Filthy Frank смотрели миллионы людей, не только в Австралии и США, но и по всему миру, включая СНГ, где его мемы стали фундаментом интернет-культуры 2010-х. В его творчестве поначалу не видно ничего, кроме деградации, но если смотреть все видео и понимать контекст, то можно офигеть с того, насколько проработан лор и сценарий этого абсурда. Например, Omniverse, вселенная Фрэнка. Это целая мифология с богами, параллельными измерениями и войной между персонажами. Миллер приписал сложную иерархию, где каждый герой от Чина до Саламандра имел свою предысторию и уникальные способности, превращая трэш-шоу в постмодернистскую эпопею. Модернистскую эпопею. Постмодернистскую эпопею. Пойдем. Он выпускает даже музыку, полноценный альбом Pink Season. Это не просто прикол, треки спродюсированы на уровне топового хип-хопа. Хотя текста заставляют краснеть. И вот представьте этого азиатского товарища в самом расцвете сил. В 2017 году он делает резкий поворот и выпускает первый серьезный трек под псевдонимом Джоджи. Это была тягучая мрачная баллада о разбитом сердце, записанная с минималистичным пиано и лоу-фай битом. Весь интернет замер. Парень, который вчера прыгал в мусорный бак, запел голосом полным боли и искренности.
Ты наверняка знаешь его песни. I'm a pretty boy living on the west side, living so. Give me reasons we should be complete. Этот трек вообще разорвал ТикТок и мировые чарты в 2022 году. Sometimes I look in the horizon, that's where I find the hopes of us. Персона культовая, про него снято много отличных видео, и мы настоятельно рекомендуем тебе ознакомиться с его историей и творчеством, если ты любишь хорошую музыку. Он оказал невероятное влияние на индустрию, как с точки зрения искусства, популяризации меланхоличного bedroom pop, так и с точки зрения продвижения. Это чудо того, как можно полностью поменять карьеру и отношение к себе благодаря таланту. Раньше казалось невозможным, чтобы автор шок-контента стал хедлайнером Коачелла и уважаемым R&B исполнителем. Но Джоджи доказал, если за хаосом стоит гений, мир примет себя любым. Ну ты понимаешь, он все равно же нездоров. Вот объективно. Он же нездоров. Поставь лайк.